Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я тех, кто родился под знаком зодиака Рыбы, так как этот прогноз будет для них. Мы посмотрим, что ждет рыб в феврале, рассмотрим общую атмосферу этого месяца, что будет в работе, в финансах, в личной жизни, ну и, собственно, то, к чему стоит стремиться и где быть осторожными, предельно осторожными. У нас будет один общий вариант, выбирать ничего не нужно. Итак, устраивайтесь поудобнее и давайте начнем. Какая будет атмосфера февраля для рыб? Общая атмосфера февраля для рыб. Официальные моменты решаются. Женщина в феврале играет в вашей жизни важную роль, значимую роль. Сейчас посмотрим, кто это такая, из какой она вообще сферы, из работы, либо из карьеры, будет видно. Много разговоров, ценной информации. Скорее всего, от женщины как раз-таки эта ценная информация придет. В целом здесь положительные аспекты отыгрываются. У многих здесь как создание семьи, новое знакомство, которое может перерасти в семью, заключение брака, укрепление стабильных отношений. Карта башня, как правило, символизирует именно официальные моменты, и у многих здесь действительно вот прям отыгрывается как официальное заключение брака. У кого-то это гражданский перерастает вот именно в официальный. Плюс очень важная информация приходит, скорее всего, от женской фигуры, либо разговоры, которые вы ведете с женщиной, и во многом она вас поддерживает, во многом вам помогает. Далее будет видно, кто это, друг, враг. В целом идете в нужном направлении. Карта всадник – это движение как раз-таки вперед к тем целям, которые вы ранее наметили. Причем эти цели, они, судя по всему, верные. Вы не плутаете, вы не блуждаете где-то. Вы идете вот именно в нужном направлении туда, куда вы стремились, туда, где вам будет хорошо. Давайте посмотрим сферу работы рыбы. Что вас ждет в работе? В работе. У многих здесь в работе как некая такая пауза. Двойка мечей, семерка мечей. Но из этой паузы будет очень такой благополучный, благоприятный выход. Да, совершенно верно. Возможно, придется прям вот поднапрячься, поднатужиться для того, чтобы вот эти трудности преодолеть. Потому что, судя по всему, либо осторожничаете, боитесь ошибиться, либо есть информация, которая вам не ясна, неизвестна. Кстати, решение вопросов, скорее всего, придет через женщину, через разговор с ней. И на сегодняшний день вот как будто бы некий такой тупик, либо небольшая пауза. Кто-то в отпуске, кто-то может на удаленке быть, кто-то вообще вот в затишье, да, какой-то застой в работе. При этом для того, чтобы двигаться вперед, важно не ошибиться. И здесь вы двигаетесь вперед вот прям прощупывая почву, будучи осторожными, наблюдательными, стараясь избежать каких-то потерь, каких-то ошибок. Тем не менее, здесь есть люди, которые готовы вам помочь. Есть люди, которые готовы вас поддержать. И вот именно благодаря их поддержке вы двигаетесь вперед к намеченным целям и планам. Это потребует у вас много сил. Вот это движение вперед, оно будет для вас таким энергозатратным, ресурсозатратным. Тем не менее, оно приведет к вас к победе. Двигаетесь вы в лучшую сторону. У кого-то здесь будут такие, знаете, вот большие финансовые вложения для того, чтобы осуществить что-то желаемое, реализовать какой-то проект, нужно будет сначала вложиться, создать те условия, которые будут благоприятными именно для развития того или иного проекта. А что с финансами у рыб в феврале? Что с финансами?
решаете какие-то серьезные вопросы в положительную для вас сторону, принимаете решения, с финансами проблем нет, все в изобилии, постоянный доход, постоянный достаток, можете позволить себе все, что вы пожелаете, постоянно деньги приходят куда-то, постоянно приходят, и благодаря этому, благодаря постоянным финансовым поступлениям, вы принимаете решение о том, чтобы, да, действительно их либо куда-то вложить, либо на что-то потратить, что действительно в дальнейшем вам принесет гораздо больший, такой гораздо более солидный доход. Что будет в сфере любви у рыб в феврале? Что ждет в любви? Семерка воды, мечты, фантазии, иллюзии. Ну, однозначно вы с мужчиной, женщина с мужчиной, и отношения развиваются. Смотрите, для мужчин, которые смотрят, вот здесь велика вероятность того, что на горизонте может замаячить какая-то другая мужская фигура, которая вашу женщину может немножко сбить с толку, которая может быть вашим потенциальным соперником. Тем не менее, решение здесь за вами. Вы как-то проявляете себя с такой стороны, что никакие соперники вам не страшны. Ваши отношения движутся вперед к намеченной цели. И ваша стабильность, она укрепляется. Поэтому карта Дом — это здесь как уже разговоры о чем-то семейном, стабильном, постоянном и так далее. И, собственно, вам нужно это сделать для того, чтобы отмести, отсеять всех вот этих вот соперников. Далее, смотрите, для женщин, которые смотрят этот расклад, во-первых, здесь было много размышлений, много переживаний. Семерка кубков — это иллюзии. Где-то страхи, где-то фантазия, где-то мечтания. И мужчина, как правило, вот этот вот король воздуха, да, король мечей, это человек либо из прошлого, либо человек, которого вы знаете давно. Он принимает решение о том, чтобы ваши отношения двигались вперед. В любом случае, вы здесь не одна. Личная жизнь, она процветает из такого, знаете, вот формата размышлений, да, когда мы думаем, планируем, переходит к формату действия, и отношения движутся вперед. Причем, еще раз повторюсь, у многих здесь действительно отыграется как оформление, заключение официальных отношений, либо же движение в такую сторону, чтобы вот именно прийти к официальному формату. Давайте посмотрим, к чему стремиться рыбам в феврале. К чему рыбам в феврале стремиться? К стабильности стремиться. Да, все правильно, вы на правильном, на верном пути. Четверка жезлов. Стабильность в работе, стабильность в финансах. Как правило, четверка жезлов по классике — это какое-то семейное мероприятие. Это вот именно совместное проживание под одной крышей, это свадьба, это семья. Королева Земли. Мужчины, старайтесь обрести свою постоянную спутницу. Запланировали совместное проживание либо брак, правильно сделали. Скорее узаконьте эти отношения, приведите в стабильный формат. Женщины, станьте скорее королевой Пентаклей, королевой Земли, матерью, хозяйкой, официальной спутницей. Здесь действительно нужна семья. Карта Солнышко. Для многих актуально рождение детей. Солнце — это карта счастья, это карта позитива. Умейте видеть радость во всем. Для кого-то это рождение детей, для кого-то это поездка в теплые страны, края, либо просто в отпуск. В целом, все сводится к тому, что прийти к стабильности либо через женскую фигуру, либо же здесь, будучи вот самостоятельно этой женской фигурой. Кстати, у многих, у женщин здесь и карта женщины, и королева Пентаклей отыгрывается как то, что вы обретаете статус постоянной спутницы, плюс рядом с вами может быть мама, сестра, подруга, женщина, которая вам оказывает в этом помощь и поддержку. Женщина, которая даст вам важный, дельный, ценный совет. И этим советом, конечно же, нужно воспользоваться, этой заботой нужно воспользоваться. Чего стоит остерегаться рыбам в феврале? Предостережение для рыб. Карта Мир. Смотрите, если собираетесь ехать
куда-то путешествовать, другая страна, другой город, застрахуйте все риски, потому что у многих здесь действительно отыграется как путешествие. Но предостережение вовсе не значит, что вам не стоит этого делать. Можно отправляться в путешествие, но возьмите с собой финансовую подушку, оформите страховку, положите с собой лишнюю пару носков, чего угодно, да, то есть боекомплект, чтобы у вас было все прям схвачено, чтобы вы были подстрахованы от любых таких внеплановых ситуаций. Плюс смотрите, шестерка пентаклей. Вообще это карта взаимопомощи, взаимодействия. Вот любого рода партнерства, любого рода взаимодействия, деловое здесь, как правило, отыгрывается. Будьте здесь бдительны и максимально внимательны. У кого-то здесь отыграется как в работе выход на новый уровень, да, то есть кто-то начинает работать на себя, либо начинает новый проект, да, то есть здесь в любом случае движение вперед. Будьте максимально внимательны к тем людям, с которыми вы взаимодействуете, клиенты, партнеры, учредители, соучредители, те люди, с которыми вы взаимодействуете, потому что здесь могут быть неравноценные вложения вот в эти вот проекты, с которыми вы взаимодействуете. И ни в коем случае не нужно стараться делать все в одиночку. Действительно, есть люди, которые готовы вам помочь, и важно эту помощь принять, но принять в таком формате, чтобы все было по-честному, да, давайте скажем так, чтобы все было очень обдуманно, взвешенно и рационально. Вы знаете, в целом могу сказать, что месяц февраль для вас, рыбы, это месяц обретения спокойствия. Несмотря на движение вперед, несмотря на какие-то перемены, которые происходят, все это будет для вас таким спокойным периодом. Здесь не будет такого, что вы подвергаетесь там каким-то ударам, трудностям, либо от того успеха, к которому вы движетесь, вы теряете голову. Нет, здесь все ровно, очень спокойно, размеренно. У вас будет время отдохнуть. И у большинства здесь действительно отыграется как поездка в отпуск для того, чтобы восстановить свои силы. Либо поездка даже вот на 3 дня в какой-нибудь там дом отдыха, пансионат для того, чтобы восстановить ресурсы. Возможно, это также отдых с друзьями. И смотрите, да, у большинства партнерство, создание семьи, укрепление отношений – это то, что вам нужно, то, к чему вы стремились и с чем вы пойдете дальше. Потому что те цели, посмотрите, как у нас и всадника, звезда, те цели, которые вы себе ставили, те цели, к которым вы продолжаете стремиться, вы их однозначно достигнете. Важно набраться терпения, важно уметь смотреть в будущее вот именно такими терпеливыми глазами. Ну, собственно, у вас рыба здесь голову-то и не сносит. Здесь вы, как я уже сказала, здраво смотрите на все происходящее. Поэтому в целом месяц для вас, рыбы, очень спокойный, благоприятный. И вот это движение вперед, оно не галопом по Европам, а вполне спокойно, размеренно, осторожно и благополучно для вас проходит. Вот такой был прогноз для вас, уважаемые рыбы, на февраль. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.